Привет, друзья, подписчики, и привет всем нашим зрителям. Антифриз кипит из-за нескольких факторов, включая физические и химические свойства самого антифриза, а также условия окружающей среды. Вот некоторые из важных причин. Низкое давление в системе охлаждения. При низком давлении точка кипения антифриза может снизиться, а может произойти из-за утечек в системе охлаждения или из-за неисправности охлаждающей системы, такой как повреждение прокладка головки блока цилиндров. Если вы заметили в двигателе антифриз кипит, в первую очередь проверьте, не течет ли где-то антифриз. Если антифриз хоть незаметно где-то течет, это говорит о том, что герметизация системы охлаждения жидкости в вашем двигателе нарушена, и вот поэтому в системе низкое давление. Из-за этого антифриз может кипеть на более низком температуре, чем это предусмотрено. Обычная школьная физика. Чем ниже давление в системе, тем на низком температуре антифриз будет кипеть. В современных автомобилях двигатель сконструирован для работы на более высоких температурах, чем это было в старых автомобилях. Высокая температура в современных автомобилях в первую очередь нужна для повышения эффективности и мощности двигателя. И вот поэтому, чтобы антифриз не закипел на более низких температурах, инженеры теперь двигатели делают герметичными. Но, конечно, это давление в системе невозможно повысить до очень больших значений. Всему есть свой предел. Ведь очень высокое давление не выдержат резиновые и пластмассовые шланги в двигателе, и вообще их срок службы очень сократится. Для этого в системе охлаждения предусмотрен защитный клапан. Если из-за разных причин в системе давление очень поднимается, защитный клапан должен сбрасывать лишнее давление в атмосфере, чтобы не разорвало шланги. Как обычно, этот защитный клапан вставляется в крышке радиатора или в крышке рассердительного бачка. Если клапан крышки испорчен, в системе будет низкое давление, и вот по этой причине антифриз может закипеть на более низких температурах, чем это положено. Так что если антифриз закипает, в первую очередь рекомендую проверить крышку. Если поискать информацию в интернете, в современных двигателях температура закипения антифриза варьируется в основном от 115 до 125 градусов Цельсия, в зависимости от двигателя. Температуру закипения в спортивных автомобилях стараются довести до максимума. Теперь поговорим еще об других причинах перегрева и кипения антифриза. Если я что-то упустил, просьба написать в комментариях. Так вот, высокая температура. Когда температура в двигателе становится очень высокой, антифриз может достичь точки кипения и превратиться в пар. Это особенно вероятно, если система охлаждения не может эффективно рассеивать тепло, например, из-за недостаточного количества охлаждающей жидкости или неисправности в системе охлаждения. Кипение из-за высокой высоты. На больших высотах давление воздуха снижается, что приводит к снижению точки кипения. Это может привести к кипению антифриза даже при более низких температурах двигателя. Если система охлаждающей жидкости в вашем двигателе герметична и исправна, то больших высот не особо надо бояться. Но если в системе, например, в шланге или на пластмассе где-то есть маленькая дырка или трещина, тогда ждите неприятностей. Проверьте работоспособность вентиляторов радиатора. Вентилятор должен своевременно включиться, чтобы уменьшить температуру в системе и предотвратить закипение антифриза. Смешивание с водой. Если антифриз смешивается с водой в неправильном соотношении, точка кипения может измениться, что увеличит вероятность кипения.
Высокие температуры окружающей среды. Если температура окружающей среды очень высокая, это также может повлиять на температуру двигателя и повысить вероятность кипения антифриза. Еще одно немаловажный факт. Если вы слышите, что антифриз бурлит, доносятся звуки каких-то шипений, и вы подозреваете, что антифриз закипел, то не спешите делать окончательные выводы. Пузырьки и шипение в радиаторе или вообще в системе охлаждения не означает, что антифриз кипит, а может говорить о том, что в двигателе повреждена прокладка КБЦ. И чтобы поставить точный диагноз, обязательно покажите двигатель мастеру. С помощью химии вам всего за 5 минут подскажут, прокладка КБЦ цела или нет. Важно следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе охлаждения, чтобы предотвратить перегрев и кипение антифриза, так как это может привести к серьезным повреждениям двигателя. Ну и в конце видео хочу поблагодарить всем, кто досмотрел до конца, и просьба подписаться на канал.